Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом нежнейшей свиной вырезки с луком, грибами и вкусным сливочно-грибным соусом для праздничного новогоднего стола. Это горячее мясное блюдо получается такое эффектное, а готовится из самых простых продуктов. Мясо сочное, нежное, прекрасное сочетание грибной начинки с сыром и, конечно, изумительного соуса. Рекомендую приготовить и попробовать. Для рецепта мне понадобится вырезку зачищаю от пленок. И теперь разрезаю посередине вдоль. Делаю глубокий надрез. Получится такой карман. Точно так же разрезаю другие кусочки вырезки. Подготовлю специи. В миску добавляю соль, примерно 1,5 чайной ложки. Перец. Я использую смесь перцев. Примерно 1 чайную ложку. Конечно, все специи и соль добавляйте по своему вкусу. Добавляю чайную ложку орегано, чайную ложку тимьяна, чайную ложку сушеного лука и чайную ложку паприки. Перемешиваю. Полученной смесью хорошо натираю мясо. И пока оставляю мясо промариноваться. Мелко порежу лук и чеснок. Я поставила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла и добавляю сливочное. Отправляю обжариваться сначала чеснок, буквально в течение полминуты, чтобы он дал свой аромат. И добавляю лук. Обжариваю лук и чеснок до легкого золотистого цвета. А в это время порежу грибы. Грибы режу средними кусочками. Если у вас грибы не крупные, можно их просто разрезать пластинками. Я использую довольно много грибов, так как часть я буду использовать для того, чтобы нафаршировать вырезку, а часть для приготовления соуса. Лук обжарился, и я теперь добавляю в сковородку грибы. Грибы надо также обжарить до золотистого цвета, и чтобы выпарилась лишняя влага. Когда обжариваете грибы, я не рекомендую их сразу солить, тогда они выделяют меньше влаги. Вот сейчас, когда они уже немного обжарились, я добавляю соль, также немного перца и сушеный чеснок, примерно пол чайной ложки. Грибы обжарились, снимаю их с плиты и дам остыть. На мелкой терке натру сыр. Я использую сыр чеддер. У него такой пикантный вкус, и он прекрасно подходит к мясу. Фарширую вырезку. Выкладываю в середину уже остывшие грибы с луком. Сверху сыр. Вот таким образом все прижимаю и закрываю кусочками бекона. Просто вырезку обматываю беконом. Перекладываю на пергамент и плотно закручиваю. И теперь заворачиваю в фольгу. Точно так же фарширую остальные кусочки мяса. Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Это достаточно важно. Когда заворачиваете мясо в фольгу и в пергаментную бумагу, запоминайте, где верх рулета, а где низ. Надо так выложить рулет, чтобы он был вверх и чтобы красиво сверху подрумянился вот этот бекон. Подготовленное мясо перекладываю на противень. И сейчас я все отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку сначала на 30 минут,
Затем я сниму фольгу и пергаментную бумагу и буду запекать до золотистого цвета еще примерно 20 минут. Конечно, время приготовления зависит от вашей духовки и от размера кусков мяса, которые вы запекаете. Поэтому обязательно проверяйте готовность. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Приготовлю грибной сливочно-сырный соус. Здесь у меня оставшиеся грибы. Сковородку я снова поставила на плиту и разогреваю. Добавляю в сковородку сливки 20%. Так как я использую не слишком жирные сливки, не 30%, я не буду добавлять воду. Если вы используете жирные сливки, добавьте либо воду, либо бульон. И также я добавляю оставшийся сыр. Я специально взвесила, у меня здесь осталось 50 граммов сыра. Перемешиваю. Соус теперь надо заправить по вкусу. Добавить соль, перец и другие специи, какие вы хотите. Огонь делаю тише, чтобы соус готовился при небольшом кипении. Обязательно попробую на вкус, так как я уже солила грибы и добавляла перец. Добавляю немного соли, пол чайной ложки сушеного чеснока. И также я добавляю пол чайной ложки тимьяна. Соус надо немного выпарить, чтобы он стал более густой. Мой соус готов. Я его снимаю с плиты. У меня прошло полчаса, и сейчас мясо я открою. Действовать надо аккуратно, так как мясо очень горячее, и чтобы не обжечься паром. Открываю сначала фольгу и разрезаю пергамент. Я хочу открыть аккуратно, чтобы не прорезать бекон. Посмотрите, здесь внизу много сока. Мясо получается сочное. И теперь я все отправляю обратно в духовку, для того, чтобы запекся сверху бекон примерно на 15-20 минут. Мясо я достала из духовки. Посмотрите, как оно замечательно подрумянилось. Вырезка получается сочная, замечательно. Самое главное в приготовлении вырезки – это ее не пересушить. Посмотрите, идет сок. Кстати, эту вырезку можно подавать к столу и в холодном виде, и как горячая. Я буду подавать именно как горячая с соусом. Перед подачей к столу дайте вырезке постоять буквально 5-7 минут. Тогда мясо будет еще вкуснее. Разрезаю его на порционные кусочки и сверху поливаю соусом. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!